Добрый день, дорогие гости и подписчики! Середина июля приносит свой урожай на наших огородах. В этом году я сажала огурчики в мешки, так как грунт у нас песчаный, очень слабый на питание и твердый как камень. Поэтому, засыпав мешки питательный грунт из нейтрального торфа, хорошо вызревшего перегноя и песка, мне удалось вырастить неплохой урожай. Собирая урожай, мне захотелось приготовить роллы с огурцом, ну и, конечно, с семгой и сливочным сыром. Готовлю я их не часто, поэтому не ругайте сильно, если что-то вас смутит. Пока готовлю, расскажу вам историю этого многовекового интересного блюда. Считается, что первые суши появились во II веке на юго-востоке Азии. В начале тысячелетия стали часто использовать рис при консервации рыбы. Ее закладывали в большие чаны, перемежая слоями риса, затем мариновали. По окончании процесса приготовления рис выбрасывался. Этот рецепт в VII веке перекочевал из Таиланда и Китая в Японию. Поскольку в рационе простых людей основной выступал рис, для них этот продукт был очень ценен и никогда не выбрасывался. По окончании обработки рыбы получалось блюдо, которое получило название маринованная рыба, то есть суси. В Японии привычные нам суши и сейчас называются именно так. В XVI веке рис, используемый в процессе маринования рыбы, выбрасываться перестал. Рыбу стали есть вместе с рисом. Теперь и для небогатых людей блюдо стало доступнее. В последующие 200 лет при приготовлении суши стали добавлять овощи, рисовый солод и морепродукты. Один из токийских кулинаров в XIX веке стал использовать сырую рыбу вместо маринованной. В то время суши не отличались изысканной миниатюрностью, их размер немногим отличался от размеров кулака взрослого мужчины. И всегда 2 штуками можно было наесться до отвала. Прошло немало времени, прежде чем порции уменьшились до современных размеров. В 1923 году в Токио случилось большое землетрясение. Немало людей в то время сочли нужным уехать подальше. Они расселились по всей стране, и очень скоро переселенцам удалось везде распространить традиции приготовления суши. Блюдо стало весьма популярным не только в Японии, весь мир узнал о нем. Роллы являются подвидом суши, и у их возникновения есть отдельная история. Считается, первым, кто смог их приготовить, был японец Ичиро Машита. В 1973 году он работал поваром в одном из лос-анджелесских ресторанов. Однажды, раздумывая, каким должно быть блюдо в очередной раз, чтобы удивить гостей, он слегка изменил суши на американский лад. Текстура тунца и авокадо показалась ему удачным сочетанием. Ичиро соорудил нечто вроде ролла наизнанке – урамаки ролл, названный по прошествии временем Калифорнией. Роллы отличаются от суши в первую очередь технологией, по которой их готовят. Роллы представляют собой рисовые рулетики с начинкой из рыбы, морепродуктов, овощей. Водоросли нори в виде спрессованного листа могут быть как во внутренней, так и с наружной части рулета. А суши выглядит как маленький спрессованный комочек риса, на который уложен тонкий лепесток сырой рыбы. В идеале вся конструкция перевязывается лентой нори.
Блюдо с необычным вкусом очень понравилось американцам. Про рулетики из рыбы с оригинальным вкусом скоро узнали повсеместно. Даже за океаном они стали достаточно популярными. Многие почитатели суши считают наиболее удачный вариант роллов тот, что был придуман самым первым. Несмотря на то, что впоследствии появились немало разнообразных начинок, классические роллы готовят из риса, крабового мяса с добавлением авокадо и огурца. Для оформления используют также икру и кунжутные семена. Описание процесса приготовления своих роллов я оставлю в комментарии. Роллы у меня получились большими, почти как в начале 19 века. Рис старайтесь все-таки уложить более тонким слоем. А так, отличная альтернатива пупным роллам. Свои домашние, чистые, свежие и очень вкусные. I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your mind tonight? После трапезы мы решили покататься с семьей на велосипедах и посетить наши злаковые поля, полюбоваться оранжевым закатом. Но это уже другая история. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч. Удачи! What if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that